Вітаю вас в своєму саду, я Світлана. І ми з вами потрапили у новий 2025 рік. Ось такий він. Что он нам принесет, будет видно. Главное, чтобы погода была хорошая и мирное небо над головой. Сегодня я буду вас радовать красивыми розами. По вашим пожеланиям в комментариях я сделала первую часть видео про свои розы Дэвида Остина, английские розы. У меня их очень много, почти 40 сортов. Новые 7 штук я высадила вот только осенью. А сегодня мы посмотрим те, которым уже 3-2,5 года. Сорта, которые уже можно хотя бы рассмотреть. Идемте, будет красиво и интересно. Как обычно, я вначале расскажу вам немножко о питомнике роз. Разведение самых красивых и изысканных сортов они начали в 1961 году, относительно недавно. Более 60 лет уже выращивают розы на большой семейной ферме в Шропшире. Это расположен он недалеко от Лондона, примерно 300 километров, в центральной Англии находится. У них есть и большие тепличные хозяйства, и поля, много техники, все, что положено для селекционирования. В настоящее время зарегистрировано уже более 200 сортов английских роз Дэвида Остина. И ежегодно пополняется эта коллекция новинками. До 10-12 новых сортов каждый год мы ищем в каталогах. Да, я тоже вот весной планирую заказать еще 2. Казалось бы, куда уже, но хочется что-то новенькое. Почему 2? Потому что других селекционеров еще присмотрела себе розы. Так вот, этот питомник только ручную гибридизацию сортов производит. И ежегодно, получается, более 40 перекрестных опылений приходится им выполнять вручную все. Очень трудоемкая, но в то же время благодарная и красивая работа. Да? Мы видим, любуемся. По всему миру люди розами Дэвида Остина не перестают восхищаться. Филиалы питомника расположены по всему миру. И как вы думаете, сколько ежегодно продается кустов роз английских? Я вам скажу, более 4 миллионов. 4 миллионов каждый год. Много это или мало? Судить, конечно, вам, нам всем, нам кажется мало. Постоянно в заказах не хватает, да? Каталоги открываешь, этой розы нет, этой нет. Розы Дэвида Остина, они не как отдельный класс розы, но их часто называют и знают как английские розы, и все становится понятно. Это именно Дэвид Остин ввел такой как термин, которым назвал все розы старинной такой густо-махровой формы и насыщенным ароматом. Так мы их и знаем, английские розы. Они узнаваемые, красивые, невероятно изысканные и праздничные. Сад без английских роз представить просто невозможно. Ну а сейчас идемте, я покажу вам 11 сортов, которые, как я сказала, уже были одними из первых посажены в моем саду. Начать свой обзор своих роз английских Дэвида Остина я хочу с сорта Munstead Wood. Создана она в 2007 году. И я с удивлением обнаружила, что это шарап. Написано не на одном, на 2 сайтах шарап. Я думала, это все-таки роза
Чайно-гибридная почему-то думала. Почему? Потому что кустик у меня ее вот так он выглядит уже второй год, нарастает. И не такой он и огромный, как для шараба. Но цветы, конечно, такие большеватые. До 12-14 сантиметров могут цветы этой розы быть. Очень красивый темный цвет у нее. Такой сливово-вишневый, темно-малиновый. Ну, в зависимости от того, где вы ее решите посадить, немножко оттенки могут варьироваться. Листва я бы не сказала, что привлекательная. Она у меня посажена в тени от дома. Может быть, поэтому листва не такая яркая, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы она была прямо соответствовала цвету роз. Когда солнце светит, блики такие появляются. Когда бутон расцветает, он в глубине темный, такой темный, вишневый. Ну, по мере старения цветка немножко видны тычинки, если совсем когда раскроется. Цветок чашевидный, густо-махровый, но это у всех роз Остина. Такие узнаваемые цветы, почти у всех. Долго они держатся, и дождь, и ветер отлично переносят. У меня вот на фоне кипарисовика 2 кустика посажено. Тут будут ступеньки с веранды и как раз с 2 сторон. Видите, какой темный такой сливовый цвет. Очень колючая роза. У этого сорта есть награды. Ну и не мудрено. Роза красивая. Следующая роза Батшеба. В 2016 году была селекционирована. Это плетистая английская роза. Более 2-2,5 метров нарастает. Ветви гибкие. Можно по обелиску, по опоре, по перголе завивать эту розу. Ну, по мере взросления веточки такие чуть плотнее, конечно, становятся. Но вот видно, что относительно тоненькие. Я наклоняю, не знаю, хотела тут арку ставить в этом месте. Она у меня растет возле пихты корейской одноцветной. Поставлю или нет, будем решать уже в этом году. Цвет такой абрикосовый, края выгорают до светло-кремового. Персиково-оранжевый, еще иногда заявляют цвет у нее. У меня вот такая. Солнышко на нее тут попадает, ей хорошо. Немножко с медовым, да, отливом. Такие цветочки. Ну, издали похоже, как вообще на абрикосовый оттенок. Розочкой довольна, она украшает это место как раз. И вот это в прошлом году съемка такая была. Не сильно она у меня наросла, конечно. Но, надеюсь, все у нее впереди у этого сорта. Красивая, нежная. Немножко как квартированные цветы. И приплюснутая такая розетка. Слегка ароматно. Мало колючая, видите, мало колючек на кустике. Следующая роза, которую хотела вам показать, этой розой довольно-предовольна, и все вы ее узнали. Это Jubilee Celebration. Дэвид Остин, 2002 год селекции. Названа роза в честь памяти о золотом юбилее королевы Англии Елизаветы II. Роза отлично держит дождь и ветер. Цветы у нее просто огромные, до 15 сантиметров. Растет у меня на большой круглой клумбе в ряду с другими розами. Под тяжестью цветков, у нее большие тяжелые цветы, она слегка склоняется. Необычные оттенки играют. Розовый, лососевый, абрикосовый. Видите, немножко с таким золотистым отливом оттенки.
И изнанка лепестка у нее отличительная, более золотистая, как реверс такой. Ну, цвет, конечно, зависит от погоды, от того, где вы ее посадите. Но в солнечные дни она такая ярче. Но мне вот особенно нравится, смотрите, в каплях дождя и желтый, как красиво золотистый такой цвет виден, более выраженный. И мне кажется, в прохладную погоду она со своим шармом. Под тяжестью веточки склоняются, у нее вообще ветки не такие неплотные. Куст достаточно большой, до 1,50 м. У нее удивительный аромат у этой розы. Земляники и лимона. Следующая роза, которая просто отличается своим цветком. Вот скажите, Дэвид Остин, каждая роза и со своим шармом каким-то узнаваемая. Узнали, это Джеймс Гэллоуэй. Чем интересен этот сорт? Он довольно уже старый относительно, популярный. У нее правильно симметричное сложение цветков, то есть строгая симметрия. И цветы, смотрите, какие большие. Я вот руку приложила. Очень такая правильная прямо розетка, квартированный цветок, лепесточки собраны друг к другу. Куст очень большой. Ее можно вести как небольшую плетистую. От 1,5 до 2 даже я видела видео, вырастают эти розы. У меня нарос он не быстро. Первые 2 года, вот это ей 4-й сезон. И 1 раз она была пересажена после 1-го года. Я подумала, что это даже не этот сорт. Какие-то малюсенькие цветочки невразумительные такие. А пересадила сюда на круг, лучшее ей место, как-то больше ухода, может быть, не знаю. Она отозвалась таким красивым цветением. Цветет и кистями, и одиночными, и листик у нее красивый такой, ободочек бордовый по листу. Интересен этот сорт, что почти без шипов. Красивая роза, очень нравится. Ну, а следующая роза узнаваемая, самый большой из всех английских роз цветок, это Аврахам Дерби. Селекционирован довольно давно, в 1985 году. Называют ее даже роза-хамелеон из-за переливов цвета. Растет у меня вот тут на кругу тоже. Куст небольшой, хотя заявлено, что он будет до 1,20 м, большая. Но для такого небольшого моего куста, смотрите, какие крупные цветы. 15 сантиметров берет легко. Сложено красиво, из-за чего хамелеон переливы цвета, видите, медно-абрикосовые, розовые. Ну, когда она выгорает, она, конечно, светлее, оттенок розового светлее, розовый теплый. У нее и лист красивый такой с глянцем, плотный, красивый. Но у меня почему-то куст такой не сильно большой нарос. Не знаю, может из-за того, что я относительно коротко остригу розы, и он у меня как-то компактный, не сильно большой. Ну, посмотрю в этом году, как она нарастет. Красивая роза. Рекомендую. Ну, ее все знают, эту розу. Следующую розу, которую я вам покажу, это Винчестер Кэссидрал. Роза селекционирована в 1988 году. Довольно большой куст, шарап. Хорошо держит крону. Растет у меня тут тоже на большом розовом кругу перед газоном. Видите, выделяется, такой обильно цветущий. Издали он чем-то напоминает Артемиса. Много, но Артемиса чуть меньше цветок. У нее тоже много собранных цветочков. Крот у меня газон мой портит. Я с ним боролась все лето. А вот так выглядит аккуратный кустик Винчестер Кэссидрал. До 1,20 м, 1,30 м ширина. Высота куста, а ширина чуть меньше. Ну, видно. Куст такой довольно
аккуратненький. Цветы у него небольшие, где-то 8-10 сантиметров, но они кистями, видите, собраны. Их очень так много на одной веточке. Густомахровый, но сам лепесток небольшой у этой розочки. Что еще могу сказать? Что у меня посажено 3 куста по всему розовому кругу, чтобы разбавить другие оттенки роз на фоне белого. Они красиво будут переливаться, оттенять. Ее, как многие белые розы, любят трипс. Имейте это в виду. Я первую половину лета прямо вокруг этой розы гоняла трипсов. Ну, брызгала по листу. Мягкий сладковатый аромат у нее. Следующая розочка Шарифа Асма. Остин, 1989 год. Удивительная фарфоровая роза. Смотрите, какой у нее красивый бледно-бледно-розовый цветок. Такой, как сравним ее цветок с цветком лотоса. Удивительные переливы, блики перламутровые у нее. Для такого небольшого куста очень большие у нее цветы. И заслуженно она считается одной из самых подходящих роз для небольших садов. Хорошо держит форму, стоит без опоры. И аккуратный куст. А сами бутоны, цветы, смотрите, какие огромные. Ну, лист у нее относительно красивый. Есть розы с некрасивым листом. У нее красивый. Кисти по 3, по 4 розы, не больше. Интересный у нее аромат миры и розового масла, мускуса. Но я бы сказала, аромат какого-то парфюма мне больше даже напоминает. Так, проходишь по дорожке, аромат, это значит Шарифа Асма. И рядом в этой компании Шарифа Асма и Винчестер Кэссидрал растет роза Оливия Роуз. Красивая, обильно цветущая. Смотрите, какой пышный, красивый куст. Роза названа в честь внучки Дэвида Остина старшего и относится к категории шарабы. Рядом с ней тут по соседству у меня канадская розочка Prairie Joy, тоже розовая, красивенная роза, но не в другой раз. То на ее фоне цветы Оливия Роуз немножко более бледнее смотрится, но сама по себе она красивого нежно-розового оттенка. Бутоны такие немножко как приплюснутые, немножко напоминает в полном распуске розу Джеймс Гэллоуэй. Тоже аккуратненько, правильно собранный цветок. Аромат фруктовый, куст довольно высокий, до метра. Листва такая глянцевая, немножко темная. Цветок в старинном стиле английском. Ну, и большинство роз такой цветок узнаваемый, английский, нежный, и масса какая цветет. В этом году меня вообще в этой клумбе розы порадовали. Ну и следующая роза Валертон Олд Холл. Дэвид Остин, 2011 год. Роза узнаваемая своим сложением цветка. Смотрите, как пионовидные такие розы еще называют. Относятся к высоким шарабам или даже плетистым. Я на одном канале там нашла, что к плетистым ее отнесли. 1,50 м, 1,80 м высота ее. Ширина довольно узкая. Вот такими обильными кистями цветет, смотрите, сколько. Веснушки появляются при перепаде температур. Оттенок медовый с розовым. При выгорании она светлее, конечно, становится, как слоновой кости цвет. Сорт получил название в честь одного из самых красивых частных садов Великобритании – Валертон Олд Холл. Он расположен недалеко от сада Остина. Эту розу я пересадила, потому что, мне кажется, она тут немного угнетена была. И будем ею любоваться в другом месте. Уже посмотрим, как она прореагирует.
Аромат миры у этой розы. Интересный. Имеет мировые награды она. Ну, а следующая роза William Shakespeare 2000. У меня когда-то спрашивали, разные ли это сорта William Shakespeare и Shakespeare 2000. Разные. Спустя 13 лет после первого своего выведенного сорта Остин как бы усовершенствовал и заменил ее, ну не заменил, а представил новый сорт, который улучшил качество, в котором улучшил качество. Отличием является оттенок цвета. В первом сорте оттенки более к красному склонны, а тут кармино-красный, уходящий в пурпуровый, который, когда роза стареет, он немного меняет цвет. Роза, смотрите, как реагирует на дождь. Отлично она реагирует, не портят ее цветы. Дождевые капли, ветер. Куст довольно большой, 1,20 м, 1,40 м в высоту, но он у меня всего 2-й год, поэтому такой еще не очень впечатляющий. Цветок большой, до 15 сантиметров. Следующий сорт, который я вам хотела показать, это роза Lady of Shalott. 2009 год селекции. Удивительно красивая роза, я вам скажу. Если у вас такой розы нет в саду, просто обязательно посадите. Цветок до 12 сантиметров, золотистый и розово-медными оттенками. Смотрите, как игра цвета происходит. У нее узнаваемая, отличительная такая форма. У меня есть обзор этого сорта на этом же кустике. Я делала 2 года назад. Розе 3 года, получается. Цветок махровый, округлой формы. И когда, ну, она узнаваема, когда вы в каталогах ее увидите, сразу увидите, что это Lady of Shalott. Кстати, я увидела, что есть Lady of Shalott Yellow, по-моему, розу эту, чисто желтая. Надо посмотреть, это что ли новая селекция или что это такое. Если вы видели, напишите. Цветет кистями по 3-7 штук в кисти. По мере изменения температуры могут появляться малиновые блики. Вот это холодно, видимо, вечером было. Lady of Shalott, крупный ветвистый куст. Немного поникают побеги под тяжестью цветов, но не так, как у Jubilee Celebration, немножко меньше. Интересный аромат у нее. Яблоки, гвоздики, как шарлотка пахнет. Как чаша, такие цветы у нее. Красивая. В этом году обильно очень цвела. Названа роза в честь героини стихов, где рассказывается там леди из Шалота, городок или поселок, или что это было, заколдованная жительница замка Камелот, короля Артура. Роза имеет награды, красивая. Ну что, первые 11 сортов роз я вам показала, которые растут в моем саду, розы Дэвида Остина. Их еще много, как я говорила, почти 40 сортов у меня, включая и новые, которые вот были посажены осенью. Но их будем смотреть, новые розы, уже в новом сезоне. А еще одну часть, наверное, я сделаю немного позже по английским розам. Там очень много интересных, красивых сортов еще. Ну а что? А мы с вами ждем лета, поднимаем себе настроение вот такими видео, любуемся, строим планы. Чем вы там заняты сейчас? Я уже садовыми делами. У нас сейчас +7, тепло очень. Я там подстригла кусты барбариса и наметила себе какие-то посадки, пересадки. Планы строю. Встретимся через несколько видео. Желаю вам больших садовых удачных экспериментов в новом сезоне. До встречи!